Приветствую, дорогие друзья! У нас сегодня новый влог, и сегодня мы покажем вам немного нашей внутренней кухни, как у нас что происходит. Мы недавно подумали, какой же крутой мы создали проект для Mercedes-Benz GLS 167 на 63-ю версию и на AMG пакет. Вы его еще не видели, мы его еще не показывали, мы делали его полностью в 3D. К нам заезжает через несколько дней машина, и я обязательно вам покажу, как он выглядит на машине. И это попадет именно в этот влог. И я думаю, ну он чертовски хорош. Они, как говорится, не адаптировать ли этот обвес от GLS на GLE купе, на GLE обычный. И вот оно. Причем, на самом деле, адаптация, так как громко звучит, у всех Мерседесов последнего поколения нижняя часть, она максимально очень похожа. Некоторые плоскости мы вывели, конечно, по этой губе, и все. Губа от GLS, можно сказать, подходит на GLE купе. Да, единственное, здесь крылышко слишком большое, и здесь идет отверстие. Мы его аккуратненько уберем, и будет все прям как надо. Так, дальше. Мы сделали сюда еще пороги. Родной порог снимается и устанавливается это. Вообще, почему мы решили сделать, вообще для чего пороги? У нас есть заказчик из Украины, из Киева на GLS 63. И он попросил, ребят, мне нужны пороги. То есть мы снимаем, если вы представляете, как выглядит на GL, GLS, родные алюминиевые пороги. Он говорит, на них у меня никто не встает, нужно сделать карбоновый порог, чтобы было крылышко, чтобы было максимально спортивного вида. Ну и, соответственно, мы взяли пороги от нашего проекта GLS. Да, они, конечно, длиннее, более выпирают. Адаптировали, в общем, на GLE купе. Все прям классно выглядит. Меня даже, знаете что, радует не то, что мы какие-то деньги, какое-то время сэкономили, а каким получился уникальным наш продукт, который мы создали на GLS, что он и на GLE классно выглядит, и на GLS, и на обычной GLE тоже супер будет выглядеть. Вот просто вот, это единственный, мне кажется, наш такой проект, который прям, вот прям в сердце у меня залег. Я, кстати, свой GLS тоже решил продать и взять 63-й, но пока, к сожалению, не могу найти нормальные варианты, потому что какие-то дикие цены предлагают на эти 63-й версии. Так как у нас от GLS спойлера, они совершенно отличаются, их никак не адаптируешь, то мы, недолго думая, приняли решение отсканировать GLE купе заднюю часть. И, в общем, мы сделаем спойлер верхний, спойлер нижний, причем верхние спойлеры будут вот с такими элементами, наверное, как наша, вот что-то будет такое вот, как это крылышко есть, вот какой-то вот элемент мы обязательно отсюда возьмем. Формы здесь позволяют, и прям будет крутняк. Значит, по задней части мы сделаем свою, со своими вставками, со своими сетками, со своими дополнительными воздухозаборниками. То есть это у нас сейчас такой промежуточный вариант. Мы сделаем слепок, и уже из этого слепка сейчас вручную мы это сделаем. GLE купе у нас готов на 80%, остались небольшие штрихи по задней части. Мы делаем там просто пушку, будет 4 ствола, по 2 с каждой стороны, и прям это получилось очень круто и мощно. Поэтому, а пока смотрим губу, накладки, порог. Поехали! Многие, когда видят наши проекты, изначально думают, что ой, блин, какой низкий, для меня это неудобно, это непрактично.
Ну, ребят, я вот вам специально показываю, что здесь 22 сантиметра у нижней точки клыка. Чтобы вы понимали, вот у нас есть такая тестовая табуретка. Это среднестатистический бордюр. Она спокойно проходит, еще есть и запасик. Вот, поэтому думать о том, что этот продукт низкий, непрактичный, это большое заблуждение. Что мы сделали здесь? Изначально мы создали проект на GLS 167-63 кузов. Он зашел так всем клиентам, что я уже, как говорил до этого, смысл изобретать велосипед, когда у нас есть готовый дизайн, который можно просто поинтересней сделать и адаптировать. Например, в принципе, этот GLS на 85-90% похож на GLE купе. Единственное, в общих чертах вставки идут не внутрь воздуховода, а снаружи. Если кто-то смотрит на губу и думает, что почему там виден через нее асфальт, это мы просто не поставили сетку. Это у нас префитмент, так скажем. Сейчас мы это все приложили, посмотрели. Сейчас будем делать формы для серийного производства. На это нам понадобится около 2 недель. И все, и будем рассылать те предзаказы, которые клиенты у нас заказали. Чего ни у кого нет, это порогов. Если губу можно у кого-то встретить, наверное, вставки какого-то другого плана можно встретить, но вот порогов нет ни у кого. Да, они, конечно, сейчас в грунтованном, в непонятном состоянии, но для тех, например, таких людей, как я, высоких, которые на порог вообще ни разу в жизни GLS не наступали, то они, в принципе, не нужны. И в комплексе губа, пороги и задний диффузор, к которому мы сейчас тоже вернемся, все это очень выглядеть будет сбалансированно. Мы это покрасим, покажем, и все будет круто. Ну, какая задняя часть у Мерседеса, если там нету насадок от 63-й версии? Это классика, это всем нравится, это все заходит. Вот насадки, как на 53-х версиях, идут круглые. Ну так, сомнительная, честно сказать, идея, кому-то это очень нравится. Но я все-таки приверженец того, что 63-е насадки, причем нового образца, они стали в разы интереснее, чем предыдущие. Мы, когда создавали, кстати, этот диффузор, создавали его по родным насадкам 63-м, которые стоят порядка там, $1000. Не все же хотят за 70 тысяч одни насадки покупать. Мы нашли аналог китайский, но с ним не все так просто оказалось. И значит, крепления в разных местах, видимо, они на что-то как-то подходят, на какие-то китайские решения, но именно с оригиналом уши разные. Придется внутри делать несколько версий, кто будет выбирать с оригиналом насадки, кто без оригинала. То есть сделаем все. По классике меняется задний диффузор, насадки. В этой зоне можно поставить стоп-сигнал, только уже не такой вертикальный, как на предыдущем поколении нашего GLS, а в горизонтальном состоянии. То есть кто хочет, ставит, не хочет, не ставит. Кто-то все меня осуждал, что я на наш проект, предыдущий GLS 166, поставил огромный задний стоп-сигнал, который кому-то якобы что-то типа мешал. Ну, не знаю, у меня сколько раз сажал жену вперед, хотя у меня со зрением тоже есть проблемы, и меня ничего не слепило, и наш стоп-сигнал супер работал, выглядел, ну, прям дорого. Я всегда вот стараюсь, чтобы это было дорого, стильно и строго, без какого-то криминала. Если весь наш путь мы начинали с Infiniti, который был там, наверное, нас весь мир узнал по этому проекту и по джипу, когда они были максимально другие, но, так скажем, конечно, можно радоваться, что выглядит это все здорово, но это не дает каких-то больших продаж, больших объемов. А нет продаж, нет денег, нет развития.
Поэтому мы приверженцы сейчас вот легких стайлингов, но много. Вы обратите внимание, кто за нами следит, сколько мы проектов создали за последний год. Очень много. Я думаю, что в следующем выпуске мы уже должны вам показать, как это все готово. И GLE купе, где он у нас? А, он там. Значит, и GLS. Очень будет прям хорошо. Раз, два, три. Все семейство соберем. Еще надо найти машину обычный GLE. Если у кого-то есть последнего поколения, напишите нам в директ, куда угодно, найдитесь. И, возможно, мы вам сделаем хорошее предложение, чтобы на вашем автомобиле мы адаптировали этот еще обвес. Потому что, в принципе, передние части пороги у нас готовы. Нам нужно будет задний диффузор адаптировать, чтобы у вас на GLE тоже был такой диффузор. Мы нашли одну машину в Питере, одну в Москве. Ну, людям неудобно, честно сказать, ехать вот эти километражи. Желательно, чтобы где-нибудь здесь, Ульяновск, Казань, Самара, машин полно, поэтому отзовитесь. Выпуск подходит у нас к концу. Я рассчитываю, что он наберет и просмотры, и лайки, и все у нас будет хорошо, потому что мои нервы на пределе. Сами видите, титаническую работу проводим. Нам нужна поддержка.